Ну что, давайте снова устроим маленький оккультный срач. Перевернутые карты — это вообще канон или нет? Но я вам скажу, канон. И еще какой! Перевернутые значения еще изначально встроились в колоду Таро, а точнее, в систему интерпретации. А все началось с игральных карт, только играли, но и на которых гадали, в первую очередь цыгане. Многие фольклорные знания о ворожбе берут начало с их метода предсказания. Например, туз-пик острием к мантику — удар, а острием от него к выпивке или веселью, ну или казенный дом. Так откуда же это Таро? Французский оккультист и таролог Жан-Батист Альет, вошедший в историю под псевдонимом Этейла, совершил настоящую революцию в тарологии в конце 18 века. В 1783-1785 годах Этейл опубликовал фундаментальный труд «Способ развлечься колодой карт, называемых Таро», который стал первым в истории руководством, посвященным исключительно гаданию на картах Таро. До Этейлы колода Таро состояла из 78 карт, которые использовались преимущественно для карточной игры. Этейла же рассматривал Таро как древнюю магическую книгу. Введение перевернутых значений позволило Этейле удвоить количество возможных смыслов с 78 до 156, сделав систему гадания гораздо гибкой, детализированной и нюансированной без необходимости добавлять новые карты. Этейла был первым человеком, который сделал гадание на картах своей профессии, попытался создать строгую математически выверенную систему. Перевернутые карты добавили в эту систему дуальность. Прямое положение часто, но не всегда, трактовалось как позитивное или активное проявление энергии карты, а перевернутое положение указывало на задержку, ослабление, противоположное значение или негативный аспект. Этейла не просто написал книгу «Как гадать на Таро», но и в 1789 году он выпустил первую в мире колоду Таро, специально созданную для гадания. О ней я выпущу отдельное видео. Чтобы облегчить задачу своим ученикам и клиентам, он напечатал на самих картах ключевые слова-подсказки. Сверху карты было написано слово для прямого положения, а снизу слово для перевернутого. Это сделало процесс чтения карт более доступным для широкой публики и закрепило практику использования перевернутых карт в западной эзотерической традиции. В 1788 году неутомимый француз пошел еще дальше и основал общество толкователей книги Тота. Это была первая в мировой истории официальная школа Таро. Этейла лично обучал учеников своему методу. Самая знаменитая предсказательница в истории, мадам Мария Ленорман, начинала свою карьеру именно с изучения системы Этейлы. Впоследствии, когда была создана знаменитая колода оракул Ленорман, в нее перекочевали многие принципы Этейлы. Хотя Этейла руководил школой Таро, издавал заочные курсы и имел преданную группу последователей, его школа в конце концов прекратила свое существование, но его учение до сих пор оказывает огромное влияние. Значение его гадальных карт оказали большое влияние на английских оккультистов, например, Макгрегора Мазерса и Артура Уэйта, как бы они официально не отнекивались. И они лежат в основе значений многих карт Райдера Уэйт-Смита. Так что, переворачивать вам карты или нет, вопрос исключительно школы, в рамках которой вы трактуете расклады. С вами был Богдан Дарк. До встречи!